Что делаешь? Глажу. Зачем? Ну, чтоб ты их не ходил, как оборванец. Понял, спасибо тебе. Короче, BMW от GMC, местный дилер дубайский, прислал вот такую коробку, но я ее уже раздербанил, не успел снять. Но там была куча подарков в виде наушников, бутылочки, проходку на 24 часа Дубай от GMC и Fabian, который будет выступать на 24 часа Дубай на вот этой машине в команде от GMC. BMW-шники, получается. Вот такое приглашение. Прислал во всей этой коробке со всеми этими подарками. Позвал на гонку, и будет какое-то закрытое мероприятие, презентация какой-то очередной BMW. Я уже, естественно, знаю, что там будет за BMW, но говорить пока нельзя. Вот Фабиан теперь живет с нами. Ну и в целом я получил аккредитацию, еще ее не забрал, на 24 часа Дубай. Так что у меня будет вообще две проходки. Одна от BMW, одна от 24 часа Дубай, Хэнкук, все дела. И мы, получается, второй сезон подряд будем снимать гонки. Что может быть прекраснее? Алин, что может быть прекраснее, чем снимать гонки? Я. Понял. Вообще, конечно, уровень бешеный. Приятно, что не забывают, что приглашают на мероприятие. То есть это как бы мероприятие BMW, презентация какой-то машины. И плюс как бы можешь и гонку посмотреть, полазить там. Топ вообще. Красавчики. Смотрите, какую четкую тачку я взял сегодня на тест в прокате у бруклинцев. И в этом эпизоде она побудет немного с нами. Это милейшее создание. 911 Targa 992. С самым простым мотором, но не с простой крышей. И в очень красивом цвете. Добро пожаловать в Дубай. Мы приехали в Дубай. Мы приехали, да? Ты тоже Да, я не приехал, да. Смотрите, друзья, мы до этого сюда подъезжали и видели вот эту тачку. Она была закрыта. Но мы постучали, как вежливые люди, и попросили разрешения на то, чтобы... Смотри, какой гольф прикольный. Да. На то, чтобы можно было ее расчехлить и показать вам. Да, мы, короче, встретили, просто вот ехали на районе в Дубае. Не знаю, что за район. И увидели... Оригинальная она или нет? Не-не-не, хватит, мне кажется, не это. Американская классика. Но, насколько я знаю, оригинал, она типа из алюминия весь кузов. Ну, я об этом не знаю, но она похожа, конечно, на сделанную машину, что это реплика какая-то. Да, с надписью «Дубай». Ну, я бы хотел даже такую реплику, если честно. Но на самом деле весь ее стиль в том, что она просто стоит вот так вот на улице. На фоне Бурдж-Халифы. Выглядит очень стильно. Давайте мы приоткроем занавес чуть-чуть. Да не надо, мне кажется, не очень. Да не, ну ты борщишь уже, брат. Кобра тут на этом... Блин, а вдруг это оригинал? Как вот понять? Но, знаешь, что меня смущает? Она на современных тормозах, на гоночных. Короче, если кто шарит, расскажите, как различать, потому что я думаю, мы много таких встретим еще. Второй
часа Дубай. Жилетка, жилетка, по классике. Ростов, папа! Ростовская жилетка на районе. Пацаны уже готовятся, сегодня тренировка. Еще несколько дней они будут тренироваться. Смотри, брат, просто капот и дверь, смотри от чего. Это М4, это 3. Просто посмотри, какой выхлоп у него, ни одной банки. Называется примитон. Да. А тут вся машина лежит, походу. Блин, это такой кайф. Напомню, что это мероприятие ежегодное. Это 24 часа Series. Это типа по регламенту лиманских гонок. Лиман 24 часа Лиман, который проходит один раз в год. А это 24 часа Series. То есть тот же регламент, те же правила. Ну и не лиманский трек, а вот Дубай автодром в нашем случае. Я прям ждал с прошлого года, когда это мероприятие наступит. Это мероприятие Епикник от Flat 12. Насколько я знаю, из новых здесь будет новая Ferrari. Я надеюсь, мы ее по-любому встретим, но вживую я ее еще не видел. Ну, мы уже немного отличаем классы. Мы знаем, что есть GT3, GT4, есть класс 992, где чисто каповские Порши 992. Блин, вот эти вот контейнера, это такой стилек, конечно. Вот так вот вся машина с запчастями приплывает, приезжает. Тормозные диски, запасные, вообще, короче, зипа очень много. Такой кайф, пацики путешествуют, выступают. Офигеть, посмотри, какие у них обдувы бешеные. Идет обдув куда-то в бак, наверное, в салон, и отдельная труба на тормоза. Очень жирная труба прям. Вот их М4, GT4 от GMC на капоте. Это вот с кем мы дружим, кто нас на мероприятие BMW-шные зовет. Топчик. Че? Контент какой-то крутой для меня. Просто эмоционально, это не видео, не фото. Вот мы просто залезли в чужой бокс, идем и Да снимаем. нет, мы тут легально. Конечно. Вот, кстати, тоже новая машина, в том году ее не было. Это Bentley Continental. Прикольно, что такая тачка участвует в кольцевых гонках. Ты представляешь, так 24 часа дубасить? Да, я просто когда ездил 2 часа, я вышел минус 4 килограмма. Ну, ты тут можешь максимум 4 часа ехать. У нее звук по 12, да? Не знаю, мне кажется, V8, V12 вряд ли. Порш на базе. Максимум 4 часа и меняешься, понял? А если ты говоришь, я хочу, могу еще. Не, нельзя, по Кавказ. регламенту нельзя. Вот новая фера. Пошел тайм-атак. Выглядит прям красиво. Надо будет вблизи ее посмотреть. Очень красивый кузов. Прям в такой гармонии машина. Вне времени. Мне кажется, она всегда будет выглядеть актуально. Но без ковшей. С спойлером. Шильдик. Черная серия. Все дела. Потерял заглушечку где-то на железках. Ты так смешно в этой жилетке смотришь. Просто посмотрите на этого скромнягу. Аккуратненько. Стоит на парковочке, на солнышке. С тонировочкой. На керамике. Просто невероятно. Я просто даже не знаю, как описать. Это вот настолько то, что вот по душе. Да, там в эти деньги можно и Феррари, и всякие Хураканы. Но это все не то. Вот это вот прям то, что нужно. В любом вообще цвете, в любом сочетании мне нравится. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Здорово. Ты что, подготовился? Я, короче, психанул. Ты в аренду взял? Нет. Купил? У Поздравления. нас теперь есть Офигеть, да, с чем посмотри. помериться.
200-ка, значит. Да. 2,8 их, ну, короче, ночью можно смело, да? Я Поздравляю. подумал, что один раз живем. Поздравляю, брат, красава. Короче, Илюха и Тёма, они с командой на этом мероприятии. Так как мы все дружим с Пимсом, и ребята тоже, вместе с этой командой снимают. Да, Мы едем на Audi 3, да, передний привод, да. в своем классе. У нас клевое время. В команде 5 пилотов, сегодня практика. Так что мы не успели прям грандиозно подготовиться к этому всему, расклеить машину прям как мы хотели. Но Да. что успели, то успели. Компания, которая поддерживает это все, называется PIMS. Наших друзей и товарищей. Смотрите-ка, 812. Это, кстати, GTS. Типа она кабриолет. Тарга. Ну, она не Тарга называется. Ну, наверное. Ну, типа, у Феррари это GTS. О, вот, кстати, вот эта Феррари новая, про которую я говорил, 296. Она, если честно, мне не очень нравится. Она какая-то не похожая на Феррари. Ну, в плане там силуэтов похожа, но вот фары, выхлоп, как-то все такое по-китайски сделано. И вот я, честно, не знаю, чем она отличается от F8 по классу в плане. Но почему-то сделали версию GT3 из этой машины, а не из F8. Что странно. Но все равно она крутая, красивая. Особенно GT3 версия. Вот, кстати, GT3 296. То, что я рассказывал. Намного красивее, конечно, она выглядит, чем обычная стоковая 296. С дополнительными фарами спереди. Нормально, нормально. В 23-м году ее показали, и вот она уже на треке вовсю катается. И это первая гоночная Феррари, которая идет с мотором V6. Так что потихоньку вся эта история крутого звука, крутого мотора, все превращается в гибридное, турбовое, что-то там. Но чем меньше, тем легче, поэтому по-любому там гоночная технология работает. И таких Феррари 2 на этом мероприятии. Вот, кстати, русская команда тоже выступает в классе 992. Сироткин, Виталий Петров, Балдуев, Смоляр. Болдуев, Смоляр и Кто? Ремайко. Я знаю только Петрова. Это же бывший гонщик Формулы-1, нифига себе. Да, а Смоляр это молодой пилот, который стрельнул в симуляторах. В натуре? Да, чувак Прикольно. молодой, просто ездил в симуляторах, поэтому пересел на гоночные болиды и показывает результат. Вообще круто. Наконец-таки подобрался к Бентли. Выглядит очень массивно. Выхлоп у него выходит сбоку. И просто посмотрите, насколько низко расположен у него двигатель. Очень низко. И вроде бы там V8. Кто-то мне писал в инстаграме, что возможно V12 или W12. Ну, короче, типа большой мотор от Бентли, но нет. Настоящая английская машина с правым рулем, все как положено. Ну и едут на ней англичане. Я даже представить не могу, сколько стоят
все эти карбоновые детали. Это, наверное, днище карбоновое, полностью дверь, полностью карбоновый капот, еще и красивый, в красивом цвете зеленом. Я думаю, что вот такое днище карбоновое стоит минимум 5000 евро. Минимум. Про двери и капот я вообще молчу. Багажник тоже карбоновый полностью. Это стиль. Такое бы собрать из обычного Бентли в таком обвесе и выскочить по городу. Офигеть, это что, задний диффузор? Да, полностью карбоновая деталь с креплением под GoPro. Какие они все красивые. Вот этот класс самый красивый. Просто идеально. Что-то Фера тронуться не может. У нее, походу, сцепа супер жесткая. Как красиво. Без комментариев. Надеюсь, через видос весь этот звук передается. Вот она. Эмошники здесь. Отстрелы на районе. Хорош. Да ё-моё. Соберись, брат. Смотрите, какая четверка с китайским бампером. Типа М-ка. Супер несуразно выглядит. Интересно, у нее жопа такая же? Да, жопа тоже типа под М-ку сделана. А, ну все, понял. Все понял. Так, пацанва. Немного вечернего контента. Мы сейчас поедем за Алиной, встретим ее. У нее сегодня был тяжелый день, и в целом, как многие заметили, во время съемок 101 эпизода настроение было, ну, мягко говоря, немножко такое натянуто. Это связано с тем, что у нас, хоть мы в Дубае, хоть и у нас тут все красиво, но все равно был на момент съемок 101 эпизода немного такой сложненький жизненный период, но вроде бы более-менее сейчас более-менее наладилось. Конечно, есть все равно там свои моменты, которые в целом никак не связаны с автоконтентом. Поэтому сейчас мы поедем встречать Алину немного с тюльпанным контентом. Можно. Зачем ты меня снимаешь? Просто. Я не хочу появляться в твоих эпизодах. Ну, тебе придется. Это был мой косяк. Твои подписчики. Не все понимают просто. Красиво. А как мне ехать? Все, ты пешком. Нет. Они уже в базе? Конечно, в Азии их женщина приходит, поливает каждый день. Вот она, блин, вот она. Все, видите, она не всегда.
что история как будто повторяется. Автодром 24 часа и презентация BMW. В том году мы смотрели на М2. Первый раз ее увидели в голубом цвете. Сегодня будет что-то другое. Я, походу, первый. Тут у нас стоит М3 CS. Это, получается, родственница моей машины. Не просто по букве М, а еще и под CS. Еще и белая. Но она белая, сатиновая. Чем, собственно, отличается обычная М3 от М3 CS? Это карбоновый капот. Без дырок. Просто карбоновый, покрашенный и чуть-чуть поцарапанный. А торпеда, вот эта борода внутренняя по центру, центральная консоль, она идет как у М4 CSL. То есть она типа более, не знаю, без подлокотника, с какой-то дыркой. Ну, короче, немного отличается, мол легкая. Золотые колеса, карбонокерамика на красных суппортах, хотя обычно раньше всегда было на золотых. И все шильдики М3, М3 CS, они с красной окантовкой. Ну, наверное, руль из алькантары с красной сечкой по центру. Ковши такие же. Ну и, наверное, мощности чуть больше. Ну, ноздри более открытые и тоже с красной окантовкой. Кстати, она, по-моему, без опциональных фар. У нее только нижние глазки. Губа, наверное, тоже CS. Она такая трехсоставная, у нее центральная часть и два крылышка по бокам. Так, новая пятерка. Возможно, ее еще кто-то не видел. Это версия электро i5 M6.0. Полностью электро. Никакого выхлопа здесь нет, никакого звука тоже. Я, короче, вчера сидел в Cars Cafe, и там стояла электро Мазерати новая. И я подумал, а какой вообще смысл, ну, какая разница, какая у тебя марка, если у тебя электротачка? У них же нет разницы, кроме шильдика и плюс-минус дизайна. Нету технологии, нету звука, нет разницы в коробке переключения передач, ощущений привода. Это ж просто оболочка, по сути. Какая разница, какая она? Ну, в общем, вот так выглядит М60. А сзади она выглядит в целом неплохо. Ну, в целом, как новая пятерка. Не как М60 электрическая, а как кузов, новый кузов пятерки. Вот если на нее смотреть чуть-чуть с угла, когда ты видишь длину капота и длину багажника, вот примерно отсюда, она уже кажется какой-то несуразной. У нее какая-то короткая жопа и пипец какая длинная морда. Вот с этой стороны в целом уже неплохо. Она стала однозначно больше, чем прошлый кузов, чем F90. Ну и если убрать центральную перегородку ноздрей, то, наверное, никто и не скажет, что это BMW. Но это все еще BMW. Не знаю. Ждем М5. На сегодняшний день М5 уже ездит в камуфляже по Европе, поэтому вот-вот ее покажут. 100% это будет мотор от XM с дополнительным электромотором. Я думаю, там будет 700 сил вообще легко. Но на сегодняшний день М60 это самая топовая версия новой пятерки. И она электро. Топовая в плане по комплектации и в плане по мощности. Ну что, есть предположение, что тут спрятано? Но я чувствую, что я не успею увидеть презентацию, потому что через 10 минут пацаны там выезжают на старт. Так что я думаю, что я прям презентацию не смогу застать. Придется мне сбегать туда. Так, ну у нас тут что приехало? 1М. Казалось бы, уже такая классическая машина, которая должна выглядеть исключительно как с завода. Но нет. Глазки, губа, регистратор. Ужас. Так, М3 E92 в зеленом цвете. Это типа Java Green, наверное. По-моему, это Competition колеса. Ну, свежо выглядит. Фарка чуть запотела. А так неплохо. Вот еще одна пятерка едет. Матовая.
Блин, ну она смотрится какая-то слишком... Блин, не знаю, как описать. Короче, ждем М-ку. Не делаем поспешных выводов. О, вообще бесшумная. Такая же М60. Здорово, блин. Здорово. Ну что, этот день настал, блин. Сегодня старт гонки. Это рай. Да, народу очень много. Да, пока что здесь тишина. Как будто под школой собираемся на линейку, и вот-вот начнется эта музыка. Но самый топ — это когда все эти машины заведутся и все одновременно нажмут газ. Кстати, я вчера по Инстаграму чуть-чуть понял, что некоторые не особо шарят за гонки. И я как бы тоже не пипец эксперт, но я как бы изучаю, мне это интересно. И многие люди думают, что все эти машины это самодельные, типа вот как Сильвию купил и сделал из нее дрифт-тачку. Но это не так. Все эти машины это оригинальные машины каждого бренда. То есть М4 GT3 это М4 GT3, то есть это настоящая BMW. Вот еще одна. То есть это заводские машины, которые делаются специально для гонок, для кольца. Mercedes, Audi, Ferrari. Это все, это ничего самодельного в этом нет. И это очень круто, потому что все эти технологии гоночные, они же все связаны с нашими гражданскими машинами, которые тоже street-legal гоночные машины. То есть все 911 GT3, это вот все общая технология, общие моторы. Здесь это все обкатывается в максимальной нагрузке и делаются какие-то выводы, чтобы сделать следующую машину лучше или улучшить эту. То есть это все без этих гонок не было бы всех street-legal машин, на которых мы ездим. М-ки, не М-ки, 911, R8, AMG GT. Вот R8, которая заняла вчера на квалификации pole position. Гордо стоит около такой красивой рамки. То есть она взяла pole position как в своем классе, так и в целом среди всех. Но так как это самый быстрый класс, она и самая быстрая. Да, Никитос? Да. Смотри, какой кубок. Почти как кубок Стэнли. Тоже с годами, с табличками. Блин, прикольно. В 23-м году выиграла М4, в которой ехал Валентино Росси. То, что мы снимали в том году. Вот посмотрим, кто будет в 24-м. Да, брат? Да. А. Смотри, полицейские машины приехали. Так и что, значит, они вот в час стартуют. В час стартуют, 24 часа и будет. завтра в час финиш. В это же время финиш. Кто первый, тот выиграл. Ну, каждый в своем классе. И, кстати, вход на это мероприятие бесплатный. Можно прийти посмотреть на трибуне или с разных точек абсолютно бесплатно. Что тоже круто, что это максимально доступно. Это все-таки, наверное, мой топ-1 по радикальности и по... Ну, как это сказать, не знаю. То, что он не такой, как все. Очень крутой. Брат, просто посмотри. Он пипец в каком красивом цвете. Все зазорчики, все ровненько, все так круто. Но он где-то в середине стартовой решетки. Вот, кстати, команда от GMC, где Фабиан, который нас сюда пригласил, занял pole position в своем классе. Круто, круто. Уровень. Результат есть. Он, видимо, в классе с Супрой и с еще одной М4 и, возможно, с вот этой громкой машиной, которая уши режет. Да, Audi A3 это уже другой класс. И наша пимсовская Audi A3 и кто там еще? И Lotus. Так что круто, у всех все хорошо. Те, на кого я обращал внимание, кого снимал, кто меня сюда пригласил, все хорошо отквалились и вот стоят на старте. Все, такой тишины больше здесь не будет до завтра, до этого же времени. Все. 24 год, 24 часа, Дубай.
Что я вернулся на презентацию BMW. Тут мало того, что музыка орет, еще и гонка идет вовсю. И вот что они прятали. Это новый BMW X2 M35. Она лучше выглядит, чем игра предыдущих кубиков. Да, брат, особенно сзади, посмотри. Просто мечта. Не сказать, что мне прям тошнит от нее, нормально. Я просто не фанат BMW. Все понял, брат. У меня ощущение, что они специально делают что-то радикальное, чтобы это резонанс вызывало. Да. Типа, чтобы все это обсуждали. Понимаешь, эта машина, типа, это не, там, не пятерка, там, не тройка. Они поэтому здесь могут себе свои эксперименты делать. Ну да. Ну, в любом случае, имеет место быть. Какой-то большой даже. 21-е колеса. Офигеть. Ну, смешная машина, конечно. Не в стиле BMW уже. Злости этой нету. Но зад это вообще, вот эти фары, как будто из лего. Что это? Они реально угорают как будто. Ну, салон в целом неплохой, прикольно тут сделан. Такой подоконник, руль красивый. Классический уже двойной экран, ковши. На порожке ничего не написано. Тут обычный пластик. Мы, короче, уехали где-то 150 километров от Дубая прокатиться на Поршаке. Кому интересно, это Хата. Эмират так называется. Тарго 4. Кстати, есть еще 4S и GTS. У них один мотор, но они отличаются чисто по мощности. Super full. Yeah, thank you. Еще вот пока мы ехали, я понял, что мне нравятся все-таки больше неопциональные фары, которые с вот этими 4 кружочками. Они как будто, не знаю, более злее выглядят. Они прям ярко выраженные, чем просто такие полосочки диодные. И вот эти прям мне больше нравятся. Плюс такие фары вот на гонках 24 часа у пацанов на 992 GT3 Cup. Поэтому мне кажется, если бы я хотел себе GT3 RS, я бы хотел на таких, на обычных фарах. Мне больше нравится, как они светят. О, сейчас открылся. У нее, короче, спойлер открывается, когда ты тормозишь. Я это только сейчас заметил. И можно его в меню открыть. Но, блин, мне кажется, он какой-то такой несуразный. И портит всю форму машины. Короче, что мы имеем? Тарго в кузове 992. Они идут исключительно на полном приводе. Всего лишь в 3 версиях. Но это с одним мотором. То есть мотор по сути один. Это 3 литра, 6 цилиндров, оппозит. Классика поршевская, но с 2 турбинами. В целом, как бы, мотор неплохой. Но именно в этой версии Тарги, это Тарго 4, это самая простая, самый вообще простой поршевский мотор. 385 лошадиных сил. Едет она до 100, 4,4, учитывая, что она полный привод.
Но по факту, хоть это и 911 спортивная тачка, она медленнее, чем М2. Потому что М2 хоть и заднеприводная, но она до 100 едет 4 секунды. Но это в супер идеальных условиях. Targa 4S имеет тот же мотор, но мощность уже 450 сил. Вот она уже плюс-минус как М2. Но какой вес у этой машины, я не знаю. Учитывая всю ее конструкцию полукабриолета, я думаю, что она нелегкая. Но она как будто и не должна быть какой-то легкой, потому что, мне кажется, это больше не про спорт, а просто вот про ее красоту, про ее вот эту крышу. И, не знаю, сравнивать эту машину с какими-то спортивными машинами нет смысла. Да, она быстрая, она как бы неплохо едет. Но все равно она далеко не Turbo S, далеко не GT3. Это из того, на чем я ездил. То есть это чисто такая вот машина экзотика, машина... как вот слово подобрать? Вот не про спорт, а про просто стиль, не знаю. Не могу сказать, что GT3 не стиль, но это вот просто кому не важен спорт, кому не важны гонки. Просто вот красивая машина с необычной крышей, с красивым звуком, с оппозитным поршевским мотором. Вот чисто для людей, которые там не фанатеют по гонкам и которые вообще не шарят в каких-то там, не знаю, в автоспорте, в гонках. Ну, мне так кажется. Потому что если на ней приехать на какой-то слет суперкаров, ты там будешь такой, как будто на какой-то женской машине приехал. А если ты приедешь в клуб Golf R, ТТ, вот что-то такое, там ты будешь крутой. Поэтому мне кажется, что эта вот машина вот именно чуть-чуть пониже как будто классом. Но все равно вот эта ее крыша, это просто невозможно красиво. Она по сути и кабриолет, и по сути и как бы и обычная Carrera. То есть всего 992 по факту видов кузова. Не видов машин и версий, а именно видов кузовов 3. Это обычная с крышей, кабрио и Targa. Первая Targa появилась, ее показали в 65-м году. У нас сейчас есть возможность прикоснуться к актуальной Targa. Это же вообще прекрасно. Еще и на бензиновом моторе, еще и 6-цилиндровый оппозитный. Это же вообще супер. Короче, в 60-х в Америке были под угрозой кабриолеты. Их хотели запретить. И вот Porsche создали такую машину с вот этой вот широкой аркой, которая якобы арка безопасности. Если вдруг вы перевернетесь, то не на голову, а на эту арку, и она вас спасет. И вот с тех пор появился такой кузов, что это как бы и не кабриолет, и не машина с закрытой крышей. Само слово Targa, оно тоже с историей, оно не просто так выдуманное, красивое слово. Targa Florio — это название гоночного трека сицилийского, в котором Порши и в целом проходило много гонок, и Порши 911 часто там выигрывали. И решили назвать эту версию 911 с такой необычной крышей в честь этого трека. Targa, кстати, с итальянского означает щит. Так что тут все срослось. У нас есть щит от переворотов, у нас есть кабриолет, и у нас есть в целом крутой Porsche с большой историей. Вообще неплохо. Но я что-то не могу, у меня уберут руками. С первой передачи. Еще здесь, доступна опционально, точнее наоборот, в базовой комплектации 7-ступенчатая механика. Вообще кайф хоть раз попробовать поршевскую механику. Она есть механическая? Да, она есть на механике. Именно механика? Да, механика. Как Да. М3 была, да, с третьей педали. Вот какого года? Ну, либо, не автомат, это робот, скорее всего, ПДК, классика, двойное сцепление, гоночная коробка крутейшая, быстрая. Короче, мне кажется, что это самая, как по мне, одна из самых прикольных тачек в прокате у бруклинцев. Поэтому, если вы будете в Дубаях или будете планировать сюда поехать, обязательно ее забронируйте, потому что она прям новенькая, свеженькая, в очень красивом цвете, хоть это и пленка. Но она... это пленка? Да, это пленка. Но это не винил, это типа полиуретан. Вообще она серая. Серебристая? Темная такая серая. Для проката, мне кажется, она бы не бросалась в глаза. А сейчас она на покрашенных прикольно колесах в таком цвете прикольно смотрится.
Ну что, настало время рассказать о моих друзьях, которые давно уже со мной. Это ребята из CCD Planet. В последнее время парни очень много фич добавляют на свои сервера, на свои проекты. Но кто не знает, сейчас расскажу. Если коротко, то ты можешь зайти туда, поиграть с друзьями, найти новых друзей. Там есть все, хоть от нашей любимой М2 до Нивы. Ведь все мы любим тачки, а тачек там на любой вкус. Хотите раздать боком, пошашковать или заехать с кем-то по прямой, тогда вам точно на CCD Planet. На проекте сформирован топовый автопарк, который сможет удовлетворить интересы любого автолюбителя. Кастомные винилы, возможность внешней и технической кастомизации. Каждый автомобиль можно настроить индивидуально под свои задачи. Многие уже знакомы с этим замечательным проектом, поэтому самое время залететь на сервер. Тысячи игроков высоко оценили проделанную командой CCD Planet работу, поэтому и вам советую заглянуть к ним на сервер. Также для моих зрителей доступен промокод с приятными бонусами, которые помогут вам на старт. Игру можно скачать по ссылке в описании, там же будет и промокод с инструкцией по активации. Наслаждайтесь. Кстати, старая тарга, прошлая. Она такая чуть-чуть как будто несуразненькая. У нее крыша такая чуть высоковатая, не очень пропорциональная как будто. В Дубае штрафуют за телефон, и Виталик едет с камеры просто. Я спрятал, ее не видно. 991 кузов. А у нас 992. А там написано 9.1. Не, они все 911, ну типа название кузовов разные. Название модели. А А модель это 9.2. это разное поколение. Вообще не Что, шарю. давай. Давай. Чик-чик. Видно? Видно. Все, нажимаем. Пошли. Задний купол уезжает. И вот эта вот мишура черная. Ляп. Прячу пая. Ну и по сути, как бы мы остались в машине, то есть в кабриолете у тебя по сути только вот это остается. А у нас задний купол остался, но вот здесь пространство. Да, такой вопрос, для кого задний вообще. Это не важно. О, сразу звук выхлопа слышно хорошо. Кайфы такие. Вообще, конечно. Один Бурдж-Халифа. Сейчас проверим. Вон она видна. Виталик в Дубае. Вон, конечно. Сейчас бы погоняться с кем-то. Мне знаешь, что нравится в Porsche? Что они, типа, вот, чисто для ценителей. Вот. Ты Если уверен, будет что тебя будет слышно? Если будет стоять рядом Ferrari, все будут на нее смотреть. Потому что Porsche, у нее такой дизайн скромный. И мне вот это в нем нравится. Нифига себе скромный. Ну, он такой же, круглые фары. Ну, он по-своему крут, но типа на фоне своих друзей, типа там Huracan, Кентов. он выглядит проще. Мне кажется, у нас с ним характеры похожи. Мне не кажется? Ну вот ты на меня смотришь, я же не выгляжу как Ferrari. Ты как Порш не выглядишь. Почему? Мне кажется, это такой типа... Ну, когда рядом пацаны типа как Ferrari, я как Porsche выгляжу. Ты как Матиз, Почему Матис? который надо это, за которым надо следить. Турбо-С, вот такой спойлер и четырехствольный выхлоп. Беленький, Турбо-С. А, нет, просто турбо. Ну там разница чисто в мощности. Короче, прикольно, что Porsche, они сделали линейку 911 вообще на любой вкус. Вот вообще на любой. Хочешь бездорожье, на тебе Dakar. Хочешь чисто трек, на тебе GT3 RS. Хочешь быть быстрым в городе, самым быстрым, на тебе Turbo S. Хочешь быть стильным, держи вот тебе обычная Carrera, но с крутой крышей, Targa. Хочешь просто самый дешевый 911, возьми Carrera 4. Для 7 Кайен возьми Turbo S. Вот это вообще уже не Porsche. Porsche это 911. Хорошо он смотрится, да? Скажи, вот эта вот полоса просто топ. Белая, красная, ну, фара, фонарь. Вот, кстати, здесь есть заслонка выхлопа. 2 режима подвески. Но также еще опционально в других Поршах есть более какая-то злая подвеска. Тоже настраиваемая. А это кнопка, которую можно запрограммировать под любую функцию. Типа просто ромбик. Тут на руле он тоже есть. Можешь запрограммировать там типа песню назад. Или там открыть спойлер.
Или катапульта. Или катапульта, вот. Нажимай. Не-не-не, если я нажму, через 20 секунд ты улетишь. С кайфом. Смотри, готово? Да. Все, через 20 секунд ты улетаешь. Не фокусирует. Готово? Сейчас улетишь. Куда? Короче, на самом деле это кнопка какого-то типа режим, когда ты, я не знаю, в какие моменты он нужен, но типа машина максимальную мощность сразу же выдает. Вот максимальный турбонадув, я не знаю, короче, просто вот кнопка, ты нажимаешь, у тебя написано спорт респонсе. Что это значит? Спортивный респонсер какой-то. Спортивный респонсер. Да, вот. И машина начинает прям, она закидывает обороты, если ты не в механике. И просто ждет, когда ты нажмешь газ как следует. Но если включить спорт плюс, как будто и нажать газ будет то же самое. Короче, кто знает за эту катапульту, напишите. тормозах и на раскаленном выхлопе пролетает. Невероятно. Даже половина гонки не прошла. Я уже задолбался ходить, у меня болит поясница, спина. Я не представляю, как все ребята, все команды устали. И еще не глубокая ночь. Как тебе автоспорт? Реально? Кайфуешь? Короче, я там пробыл 12 плюс 2, 14 часов. Теперь внимание, мы живем рядом с автодромом, но не прям рядом. Будешь спать со своими любимыми. Это же звуками. идеально. Офигеть. И притом окна выходят не на автодром, то есть автодром за домом там где-то 3, может даже больше километров. Короче, гул стоит серьезный.
Ой, не, это все очень классно. Но самое обидное, что все равно большинство людей в этом мире против этого звука, против этого гула, против бензиновых моторов, против выхлопных газов. Не знаю, сколько еще продержатся все эти гонки с прямотоком, еще и в городе. Но круто, что мы это застали. Я не знаю, если это слышно на камеру, то это вообще пипец. Я как будто просто вышел с трека куда-то на парковку и стою там. А я фиг знает где. Дома, блин, на балконе. Тачки кайф. 6. До финиша осталось чуть больше часа, и, естественно, не все машины доедут до финиша. Очень много сходов. Каким-то магическим образом под утро пошел дождь, и несколько машин улетели, разбились, сошли, в том числе и наша команда GMC, команда BMW местная. Фабиан, который меня сюда пригласил, его команда, к сожалению, не доехала. И это, конечно, обидно, когда ты проезжаешь больше половины гонки, и уже под утро происходит такая неприятная ситуация. Но в этом и суть гонок на выносливость, что все должно быть идеально, чтобы доехать до финиша, и еще идеальнее, чтобы выиграть. Ты на раздаче сегодня, брат, спасибо. Все, брат, идем финиш снимать. Поздравляю, мы это сделали, мы сняли, не все идеально, но в этом вся суть этого мероприятия. Вот он, это победитель же? Да. Малышка. Блин, прикинь, для них это что-то значит. Да, это конечно, круто, они, это блин, круто. Потратили веса, пота, нервов, сил за последние сутки. Да. Просто посмотри на машину. Да. Она очень уставшая. Ну и BMW, ну куда ж без нее. 3-я. В том году она выиграла. Ну такая машина. Смотри, по крыше 100% будет стучать. Пипец, он еле вылез с нее. По-моему, он вообще несчастлив. По крыше не будет стучать. А, есть. Верблюдный подиум. That's brilliant. Тут чисто пацаны брошенные стоят, уставшие, проигравшие, к сожалению. Но хотя бы они все финишировали. Это круто, реально. Даже финишировать — это уже маленькая победа. Но они так грустно стоят. Все в шинных червяках. Короче, круто, очень атмосферно. Хоть бы раз поучаствовать в таком. Пипец, у нее здесь на арке не то что грязная и отпесочена, а аж пробита она камнями и пескоструем от переднего колеса. Блин, как ты, малышка, сильно устала? Офигеть, конечно, тебя побило камнями, резиной, всем, чем можно. Верю, брат, верю, что устал.
Но поверь, у тебя очень крутая, насыщенная жизнь сейчас. Ты видел, она на укропе? На натуре? А, прикол. Ну, эмошник, что тут сказать. Акрапович, Титан, вся дела. Крутой ты пацан, конечно. Ты тоже. Молодцы вы, настоящие спортсмены.